Добрый день, мои дорогие друзья! Вы на канале Астрология доступна каждому. Меня зовут Оксана Семенович, я автор, ведущий этого канала, я ведический астролог. И тема сегодняшнего видео — прогноз на сентябрь 2025 года для восходящих скорпионов. Мои дорогие друзья, если вы смотрите прогноз на этом канале в первый раз, то я прошу вас обратить внимание на то, что я ведический астролог, и все прогнозы здесь публикую по ведической астрологии, а не по месяцу рождения. И я всегда прогнозы делаю по восходящему знаку, но их можно смотреть на самом деле по знаку зодиака Луны, если вы не знаете точное время своего рождения, по знаку зодиака Солнца. И для знака зодиака Солнца по ведической астрологии я переписала даты, когда Солнце было в тех или иных знаках, потому что между ведической и западной астрологией разница 24 градуса. И если вы знаете там свой знак зодиака по дате рождения, как вы привыкли, то он не всегда может совпадать с фактическим положением Солнца, поэтому, пожалуйста, обращайте на это внимание. И если вы хотите построить свой гороскоп и разобраться, как узнать свой восходящий знак, я рассказывала в видеоинструкции, которая у вас сейчас появится по ссылке в правом верхнем углу. И ссылка на эту видеоинструкцию будет также в описании, в комментариях к этому видео. И в описании, в комментариях к этому видео будет ссылка на мой сайт, где можно записаться ко мне на курс по ведической астрологии, либо ко мне на составление личного гороскопа. И еще одна маленькая просьба, вернее, на самом деле огромная просьба. Друзья, не забывайте ставить лайки, комментировать, поддерживать видео, потому что в последнее время канал как-то очень сильно просел в просмотрах. И дело не в сезонности, потому что я веду его уже 2,5 года. И я знаю, что сезонность влияет, конечно, но не так такое в первый раз, когда канал очень сильно вообще просто ушел в минус, можно сказать. И мне нужна ваша помощь, чтобы его немножко вытянуть, потому что, возможно, он в каком-то бане, я не знаю. И теперь давайте говорить о тенденциях сентября, потому что сентябрь на самом деле очень важный месяц. В сентябре будут такие кульминационные события, даже не кульминационные, а завязывающие какую-то обстановку, какие-то события, транзиты, которые будут очень важны. С 30 августа по 15 сентября будет Меркурий в вашем 10-м доме гороскопа, доме работы, статуса, карьеры, репутации. Транзит Меркурия по 10-му дому гороскопа. Он такой, с одной стороны, в работе может быть так. Какие-то обстоятельства могут вскрываться, могут вмешиваться, мешать работе, давать вот такую вот лень какую-то, или когда не до работы. Вроде работать надо, но не до работы. Также в целом этот период у скорпионов может характеризоваться поиском работы, потому что Меркурий в 10-м доме — это про то, чтобы себя показать, про себя рассказать, проявить себя в общественных делах, может быть выяснение какой-то информации про то, как получить статус, как поменять паспорт, как, например, брак зарегистрировать, как пенсию получить и так далее. Могут какие-то всплывать тайны, слухи в работе, сплетни какие-то могут активно ходить, но вышестоящие какие-то покровители, вышестоящее руководство, то есть не ваш непосредственный руководитель, может влиять на ваше продвижение в работе, может влиять на вашу работу. И в целом этот период, когда ваши друзья также могут помогать вам в получении какого-то статуса, либо вы можете вкладывать свои накопления, свои достижения, демонстрировать в работе, в свое продвижение. То есть каким-то образом вам нужно будет себя показать и зарекомендовать. Следующее событие — это лунное затмение в вашем 4-м доме гороскопа. 4-й дом гороскопа — это дом, который отвечает за недвижимость, за транспорт, за место жительства, за ощущение внутреннего счастья. И до полугода у нас проявляются результаты затмения, поэтому не обязательно, что прям в этот день, но вообще у нас затмение в 4-м доме гороскопа может давать переезды, перемены в сферах недвижимости и транспорта. У кого-то покупка, у кого-то продажа, изменения в ощущении внутреннего счастья, то есть психологическое какое-то самочувствие. Может давать перемены в отношениях с мамой. Если давно не виделись, то может быть встреча с мамой. Если вы живете с мамой, то может быть расставание с мамой на какой-то период, на разъезд такой, да. А вообще в целом сфера места жительства может быть так раздраконена, как будто бы вам чаще нужно уезжать куда-то, как будто бы у вас есть желание что-то в этой сфере поменять.
Но еще на четвертый дом гороскопа у нас влияет вот это лунное затмение и на работу, и на карьеру. Поэтому в любом случае у вас какие-то перспективы, какие-то перемены намечаются в сфере статуса и работы тоже по этому затмению. Но про затмение я обязательно запишу еще отдельное видео, оно у нас очень интересное. Будут в этом затмении и свои нюансы. И, как обычно, я расскажу и про градусы, и про планеты, которые, если задеваются у вас затмением, какие будут результаты и так далее. С 13 сентября по 27 октября зайдет в 12 дом гороскопа Марс. Марс — это управитель всего вашего гороскопа, главная для вас планета. И этот транзит, конечно, указывает на поездки, переезды. И такие кардинальные могут быть переездки, либо такие длительные поездки, возможно, на отдых или еще куда-то. Посещение санаториев, закрытых организаций наподобие заводов, может быть, больниц в том числе, каких-то режимных объектов. Также Марс может давать вам, знаете, такое командировки какие-то длительные по работе, длительные поездки. Но еще, что интересно, этот транзит, он может давать очень прям такой спорт прям вообще, даже соревнования какие-то, поездки по спорту. То есть не просто, допустим, по лечебным каким-то целям, но, например, с какой-то группой людей поехать соревноваться, командой в том числе, что-нибудь такое. И, конечно же, вам стоит быть внимательнее к своему здоровью, потому что, во-первых, это Марс, во-вторых, он в 12 доме гороскопа, в-третьих, он управитель всего вашего гороскопа, поэтому я не рекомендую заниматься какими-то экстремальными видами деятельности, каким-то таким экстремальным видом спорта, не лезть туда, где вы не знаете, какими-то нехоженными дорожками не ходить и так далее. С 17 сентября по 9 октября в 10 доме гороскопа будет Венера, опять же в этом доме работы, статуса, карьеры, и Венера тоже подтверждает тенденцию на какие-то дальние поездки у вас в сентябре. Ну, может быть, там даже в октябре, потому что Венера и Марс и октябрь нас тоже затрагивают, какие-то дальние поездки, либо переезды. А Венера в 10 доме гороскопа дает такое, опять же, тоже какую-то лень в работе, какую-то прокрастинацию, но при этом может быть творчество, при этом может быть какая-то необходимость самопрезентации с точки зрения творческой, то есть какие-то выступления, презентации, может быть, нужно будет делать самостоятельно, какие-то оформлять. Также это может быть фотосессия, видеосъемка в работе. Что интересно, Венера создает комбинацию на получение статуса в партнерстве, либо через партнерство. То есть это может быть и регистрация отношений, и получение предложения. Но не у всех, да, но у кого-то это тоже может быть, потому что в целом такая вероятность имеется. Также это может быть получение статуса в команде. Например, отдел, в котором вы работаете, может быть, допустим, переименование, либо вхождение его в какой-то другой отдел и так далее. Ну и Венера в 10 доме может влиять на 4 дом, то есть это могут быть какие-то перемены в сфере транспорта, но транспорт у нас разный, это и велосипеды, и самокаты, и машины, и яхты, и вертолеты, и пароходы и так далее, у каждого свое. И транзит Венеры еще по 10 дому гороскопа здесь может указывать на то, что в работе у вас могут быть, знаете, такие приезжать на работу какие-то иностранцы, особенно женщины, допустим, с какими-то, с целью обмена опыта, например, то есть какие-то комиссии, делегации можно принимать на работе и так далее. Но для кого-то из скорпионов этот транзит, безусловно, может означать перерыв в работе, смену работы, смену направления в работе, в целом какие-то кардинальные такие вещи тоже могут происходить. 15 сентября Меркурий зайдет в ваш 11 дом гороскопа. И Меркурий даст вам такую необходимость, либо желание много общаться с друзьями. Может быть, друзьям нужна будет ваша поддержка, либо в целом, может быть, нужно будет много обсуждать каких-то новостей, которые события случаются у друзей, обсуждать их какие-то перспективы, а также обсуждать, выяснять, может быть, заниматься вопросами счетов, накоплений, наград каких-то, переоформлять счета, открывать, закрывать счета. Может быть, у кого-то даже бизнес
бизнес открывать. В целом хороший транзит Меркурия по 11 дому гороскопа. Он будет по своему собственному знаку идти, разобраться с какими-то ошибками, которые есть в счетах, там, допустим, или в ваших накоплениях. И еще здесь есть тенденция на то, что вы можете получать какую-то защиту, какой-то, знаете, от кого-то, какую-то тайную помощь, либо защиту в каких-то критических ситуациях, кризисных ситуациях, в ситуациях, когда вы не знали, как поступить, вам может приходить какая-то помощь, вот, ну, совершенно на которую вы не рассчитываете. То есть могут быть у вас какие-то в сентябре покровители, люди, которые могут вам помогать и влиять на ход дел в вашей жизни и на решение ваших вопросов. С 16 сентября по 17 октября Солнце будет идти по 11 дому гороскопа. Солнце тоже проясняет какие-то вопросы, связанные с дружбой, со счетами, с накоплениями, с какими-то сообществами, с бизнесом, может быть, с будущим вашим, то есть могут меняться даже планы на будущее. В целом Солнце еще указывает на какое-то повышение, даже может быть зарплаты у кого-то из скорпионов, увеличенный доход, либо просто вот в целом могут повысить заработную плату вам. То есть есть тенденция на то, что от вашего статуса вы можете получить какие-то бонусы. Например, вы состоите в сообществе любителей птиц, и от этого сообщества вас приглашают в какое-то путешествие, какой-то бонус от статуса. Ну и Солнце в 11 доме гороскопа может указывать еще на успехи детей в этот период, на успехи ваши в учебе, на то, что у вас могут быть, опять же, какие-то выступления, на то, что вы можете участвовать в каких-то таких торжественных мероприятиях, пока Солнце будет идти по 11 дому гороскопа. И 21 сентября в этом же 11 доме гороскопа состоится солнечное затмение. Но затмение в этот раз у нас такое своеобразное, потому что по факту оно состоится в 11 доме гороскопа, но ось Раху и Кету, которая вот тоже формирует эти затмения, она у нас будет находиться на оси 4-10 дома гороскопа. То есть, по сути, ваш статус в работе, ваша работа, карьера и ваши достижения будут затрагиваться этим затмением. В первую очередь достижения, награды, накопления, бизнес, если у вас есть бизнес, может меняться, допустим, закрываться, либо кто-то открывает бизнес, смена окружения, смена сообщества, перемены глобальные у друзей, которые могут и вас тоже как-то затрагивать. Также перемены в уровне доходов, в уровне ваших накоплений, у кого-то может быть в уровне там, кредитных каких-то историй и так далее. Но подробно про затмение еще тоже запишу отдельное видео, в котором тоже подробно расскажу и градусы, и что это значит, и какие планеты задеваются, какие конкретно для вас будут результаты. Вот так, мои дорогие друзья, такой у нас с вами был прогноз на сентябрь 2025 года для восходящих скорпионов. Я благодарю вас за поддержку этого канала в виде ваших лайков, комментариев и обратной связи. Но если вы еще не подписаны на этот канал, то, конечно же, приглашаю вас подписываться. И до новых встреч. Пока-пока.